Приветствую! Сегодня я решил заменить вот этот левый ролик в лентопротяжном механизме Reference Master, который я извлек из кассетной деки Pioneer CT777. Ранее я уже менял 3 пасека в этом ЛП, Idler, а затем правый ролик. А этот левый ролик несколько нестандартный, поэтому пришлось его поискать в интернете. Когда я его протираю ватной палочкой, то он легко стопорится, а регулировки силы прижима к тонвалу здесь нету. В Reference Master механизме положение обоих роликов никак не регулируется. У них одна пружина установлена на оси, в которой упирается металлическое коромысло ролика. И фиксируются они на ней стопорным кольцом, как вот здесь. Вот эта пружина. А вторая пружина, здесь вот эта, здесь эта, прижимают ролики к тонвалу. Вся регулировка транспортировки ленты осуществляется с помощью нескольких винтов возле головок. Данный цилиндр со шлицем под отвертку регулирует положение в горизонтальной плоскости платформы, на которой установлены все головки. С обратной стороны данная ось подпружинена. А поскольку стирающая головка на этой платформе зафиксирована неподвижно вот этим винтом, то положение всей платформы можно регулировать по ней. Нужно расположить ее так, чтобы стирающая головка легко входила в соответствующее окно снизу кассеты. При этом она должна равномерно стирать оба звуковых канала. Ход этого регулировочного цилиндра достаточно плавный. От крайних положений, при которых стирающая головка упирается в противоположные стороны окна кассеты, цилиндр делает 3,5 оборота. Для хорошего скольжения по оси без перекосов я уже нанес на нее силиконовую смазку. Но вернемся к главной теме этого видеоролика. Я купил на eBay.com за чуть более 38 евро. Полный комплект резинок для профилактики механизма транспортировки ленты в данной деке. Спустя месяц получил вот такой конверт. Минск доставили из Испании. Таможня его вскрывала и все же дала добро. Ссылка будет под видеороликом. Вскрываю. По аналогии с прошлым конвертом я тоже получил здесь вот такое письмо. В прошлый раз я заказывал только пасеки и Idler. Роликов в комплекте не было. Здесь полный набор. Смотрим. Как все запаковано. Итак, я получил полный комплект, состоящий из 3 пасеков, Идлера, 2 роликов, ну и тут шайбочек. Пасек квадратного сечения 1,5 на 1,5 мм с полудлиной 68 мм используется для управления программной шестеренкой. Плоский пасек шириной 5 мм и полудлиной 86 мм передает вращение от шкива мотора на правый тонвал. Следующий плоский пасек шириной 5 мм и полудлиной 106 мм межтонвальный. Кольцо Идлера шириной 3 мм, имеет внешний диаметр 16 мм. На всякий случай внутренний 10,2 мм. Правый ролик с внешним диаметром 13 мм, шириной 6,2 мм, с пластиковой втулкой шириной 8,3 мм. Отверстие диаметром 1,9 мм. А левый ролик составной. Его внешний диаметр 10,5 мм. Ширина резины 6,9 мм. Ширина пластиковой втулки 7,9 мм. Ну, отверстие такое же 1,9 мм. В комплекте к нему 2 боковые втулки, каждая шириной по 3,1 мм. Размеры их несколько отличаются от приобретенного мной первого комплекта пасеков. Ролики катятся ровно, не сворачивая, поэтому делаю вывод, что конусность у них отсутствует. Установил в металлическое коромысло левый составной ролик. Его размеры отличаются и по ширине, и по диаметру, поэтому нейлоновые шайбы сюда уже не вошли. Правда, из-за его чуть большего диаметра верхняя вот эта пластиковая направляющая просто легла на него, затруднив прокручивание. При установке направляющая на коромысло положил снизу под винт одну из нейлоновых шайб, чтобы получить вот такой небольшой зазор. Перед заменой Идлера решил замерить, какой его диаметр внешний. Здесь вышло 17,1, но здесь я еще под него наматывал 2 витка ацетатной ленты. Ну а здесь получилось вот после установки 17,2 мм, и ничего туда не подкладывал. Пока что мне этот комплект больше нравится. Итак, заменил 2 ролика Idler. Проверяю, как работает перемотка. Вправо есть, влево есть. Так, все работает. Теперь нужно поменять пасеки.
Заменил два пасека из трех. Вот этот квадратный пасек не менял, потому что он по габаритам, ну тот, который стоит, такой же по размерам. Ну и больше проблем там потом правильно выставить эту программную шестеренку. Так, и хочу еще заменить вот этот разъем для наушников. Кто-то из зрителей, когда я делал обзор на кассетную деку, высказывал претензию, что тут нету позолоченного такого колечка. Купил новое с позолоченным колечком. Вот такое. Ну, достаточно перепаять 3 контакта. Зафиксировал пока без крышки лентопротяжный механизм в магнитофоне и закрепил на него металлическую стенку со светодиодной подсветкой кармана. Также установил соответствующий паз изнутри фальш-панели монтажную плату с разъемом для наушников. Теперь он так выглядит. Далее отъюстировал магнитные головки. И при проверке записи обнаружил, что не работает стирание. А причина оказалась в том, что черный провод с нулевым потенциалом оторвался от стирающей головки. Надо его припаять, придется снова разбирать. Так, устранил обрыв. Теперь лента стирается. И после неполной сборки магнитофона проверил и подкорректировал азимут головок. Винты зафиксировал цапан-лаком. Добился оптимальной детонации в этой деке. По паспорту это значение для модели CT777 не выше 56% по стандарту DIN. На сигнале частотой 3 кГц, записанном на бытовой кассете, показывает ориентировочно это значение. Но это не оригинальная тестовая кассета. При этом я вернул прежний пасек со шкива мотора на правый маховик. С ним мне показалось значение чуть-чуть ниже. Его полудлина 98 мм против нового 86 мм. Решил оставить его, хотя отличие несущественное. В процессе обслуживания кассетной деки Pioneer CT777 выяснил некоторые причины неправильной транспортировки ленты. В этом деле важны миллиметры. Ну а для женщин сантиметры хорошо бы, чтобы было 23. И это является следствием плохой укладки ленты в бобинке, сложной юстировки головки и прочее. Должен соответствовать диаметр роликов и их правильная геометрия, чтобы ленту не уводила в сторону. Важен размер идлера, чтобы он не только хорошо сцеплялся с подмоточными валами, но и не выдергивал ленту из подающего ролика при воспроизведении, и при этом не образовалась волна на краях ленты. И в том числе важны соответствующие размеры широких пасеков для обеспечения низкого уровня детонации. Теперь собираю корпус. Итак, все готово. После недавней покупки кассетной деки Sony TC-K222 ESA я несколько охладел к этому Pioneer. Теперь же после профилактики я его с новой силой полюбил. Хороший вот этот ремкомплект, лучше того прошлого из Германии. Получил хороший результат работы аппарата и наслаждение по его ремонту. Благодарю вас за просмотр. Я продолжу наслаждаться кассетной декой Pioneer CT777. А с вами встретимся на канале. Всех благ. Пока.